Суд вынес приговор Стрелкову. Взрывы на нефтебазе в Туапсе. Российская армия в Авдеевке и Израиль открыто угрожает Ирану. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. К масштабным протестам присоединяются фермеры по всей Европе. Все ждут решения от властей. Кто отреагирует первый? Сегодня, если ситуация продолжит развиваться так, как мы ее видим, нам, возможно, придется прекратить работу, потому что мы не справимся. Новая тактика оккупантов. Как они теперь будут использовать дроны и на какое число планируют новый обстрел? Знов-таки ворог вдавався до таких тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали, і фактично повторював свій успіх-неуспіх. Российские просьбы о Совбезе ООН по упавшему Ил-76. Почему никто не хочет слышать Лаврова? И очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Все это очень важно для того, чтобы расширять нашу аудиторию. Ну и ваше мнение для нас, конечно же, важно. Поехали. Террористу Стрелкову Гиркину российский суд назначил 4 года колонии, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности. Сам Стрелков своей вины не признал, назвав материалы дела халтурой. А мог бы сидеть не в российской тюрьме, а, скажем, в европейской, если бы приехал на суд о сбитии малазийского Боинга MH17. Сторона защиты с приговором не согласна. Считает его незаконным, несправедливым и подлежащим отмене. После ознакомления с протоколом судебного заседания и с текстом приговора на данный приговор будет подана апелляционная жалоба, в которой сторона защиты будет просить приговор отменить. Единственной мотивацией, которой руководствовался Гиркин при написании того спорного поста, было недопущение военного мятежа и помощь в выплате денежного довольствия мобилизованным 105-го, 107-го полка ДНР. Оккупанты применяют новую тактику обращения с дронами и планируют новые масштабные обстрелы территории Украины. Об этом сообщают в Об'єднаному командуванні Юг. Ворог атакував південь України дронами. Безпілотні літальні апарати типу «Шахед-131», «136» були спрямовані як з акваторії Чорного моря, заходили на удар, так і застосовували складне маневрування. Випущені вони були із тимчасово окупованого Криму, із східного узбережжя Азовського моря. Знов-таки ворог вдавався до таких тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали, і фактично повторював свій успіх-неуспіх в такій атаці. Використовував він низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони. І заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували і серед промислових. Российская армия впервые вошла в Авдеевку и была сразу оттуда выбита, так говорит начальник военной администрации города. Российские источники сообщают о боях в самом городе и гордятся тем, что впервые с 2014 года смогли зайти на его окраины. Российские диверсионно-разведывательные группы вошли в южную часть Авдеевки, но были вытеснены. Ситуация сложная, но под контролем. Противник продолжает атаковать. Издание Deep State утверждает, что они подходят к очень важному району города, микрорайону 9-й квартал. Украина давит на страны Евросоюза и просит принять такие миграционные правила, чтобы украинские беженцы возвращались домой. Об этом пишет Политико. Ранее об этом заявлял советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Политико ссылается на 2 дипломатов Евросоюза, но цитирует того же Сергея Лещенко. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой. Но я думаю, что мои мысли отражают мнение многих украинцев, которые сейчас живут в Украине, а также многих государственных чиновников, которые беспокоятся об экономической стабильности Украины.
Россия пытается добиться проведения заседания Совета Безопасности ООН по поводу самолета Ил-76, который упал в Белгородской области и на борту которого, по заявлениям российской стороны, были украинские военнопленные. Я напомню, в Украине заявили, что обмен военнопленными был запланирован на 24 число, но россияне больше никакой информации не давали и обмен не состоялся. По тому анализу фото и видео, которые мы увидели в сети, если бы там были тела, опять же, я не эксперт, но если бы у россиян были какие-то фото или видео, что там были наши военнопленные, то они бы их уже использовали. Мы не увидели никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей, граждан Украины или не граждан Украины. Президент Украины требует международного расследования, а в России находят черные ящики упавшего самолета. И очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее. Но французская сторона отклонила российское предложение, поэтому заседания по этому поводу, по крайней мере, пока не будет. Режим чрезвычайной ситуации введен в Новотроицке Оренбургской области. Все после взрыва на насосной станции. Она обрушилась, и российские медиа пишут, что под завалами еще могут оставаться люди. На момент записи этого видео известно о 3 пострадавших и 2 погибших. Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали неизвестные дроны. Украинские медиа пишут, что это операция Службы безопасности Украины. Завод Роснефти не выдержал нескольких попаданий и загорелся минувшей ночью. Об этом пишут местные жители в сети интернет и выкладывают видео. И это уже 6-я российская нефтебаза за один только январь, которая вдруг вспыхивает после атаки неизвестных дронов. Фермеры еще нескольких стран присоединились к протестам своих коллег в Бельгии, Нидерландах, Италии, Норвегии и так далее. Французские фермеры, например, собираются выходить на улицы 2 раза в неделю. Сегодня, если ситуация продолжит развиваться так, как мы ее видим, нам, возможно, придется прекратить работу, потому что мы не справимся. Требования у всех примерно одинаковые. В Румынии, например, фермеры остаются на улицах уже 14-й день подряд. Люди говорят, что ассоциации, которые вели переговоры с правительством и договаривались о некоторых мерах, не представляют интересы самих фермеров. А они же настаивают на том, чтобы протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Да, они встречались, насколько я знаю, он встречался с ассоциациями, верно? Но мы не представлены этими ассоциациями. Мы много раз говорили, это политика. Мы не хотим ничего политического. Мы требуем соблюдения наших прав, поскольку мы фермеры и хотим работать в поле. Мы не хотим умалять о наших правах. В Евросоюзе таки взялись эту проблему решить. По этому поводу высказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. This dialogue aims to find a new consensus. Этот диалог направлен на поиск нового консенсуса по вопросам, с которыми мы все боремся. Например, как мы можем повысить уровень жизни фермеров и привлекательность сельских общин, как обеспечить устойчивость сельского хозяйства в пределах планеты, как лучше использовать знания и технологии, как усовершенствовать европейскую продовольственную систему для обеспечения конкурентоспособности и процветания в будущем. Это лишь некоторые из вопросов, которые стоят перед нами. Иран теперь законная цель ракетных ударов для израильской армии. Об этом говорит министр экономики страны в интервью The Telegraph. Говорит также, что даже после войны палестинцам вряд ли найдется много рабочих мест в Израиле и на израильских предприятиях. Я рекомендую использовать стратегию президента Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы. Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламские страны разорвать все связи с Израилем.
よりグランプリの好きなまずは1年間の活動楽しみ。Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов. Как обычно, любая ваша реакция очень важна для нас, для Ютуба и для вас в том числе, потому что так нас становится с вами больше. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.